В мире аниме существует множество крутых персонажей, способных зарядить вас энергией, воодушевить на различные поступки, обладающих невероятной харизмой. Но сегодня речь не о них. Сегодня я расскажу о тех, кто действительно меня раздражает, о тех, за кем наблюдать было невероятно тяжело. Не воспринимайте близко к сердцу, если здесь окажутся ваши любимые персонажи. Итак, начнем. Думаю, что никто не станет отрицать, что Макото из школьных дней определенно заслуживает места в этом топе. Вы только взгляните на его невинное лицо, но не дайте себя обмануть, перед нами настоящий кусок дерьма. И чем дальше вы смотрите сериал, тем больше в этом убеждаетесь. Макото не какой-то хитрый манипулятор, на это было бы интересно смотреть, но нет, он просто придурок. Похоть сделала его опрометчивым, эгоистичным, апатичным по отношению к другим, и он мало заботится о последствиях своих действий. Так низко в список я его поставила потому, что Макото достаточно глупый, и в конце он все-таки получает то, что заслуживает. На 7-м месте король Тряпка Кунов, его величество Синдзи Икари. Он слишком пассивен в отношении происходящих вокруг него событий. На протяжении всего сериала Синдзи плачет, сдается и убегает. Все, что ему нужно, это признание отца. Синдзи полностью лишен понятий мужественности и уверенности. Он воплощение подросткового страха, полная противоположность тому, каким должен быть главный герой. Все время он сосредотачивается на жалости к себе. Из-за его бездействия пострадало много людей, в том числе и близких ему. За весь сериал у персонажа практически нет никакого роста. Несмотря на то, что Синдзи вызывает некоторое отвращение, черты его характера являются краеугольным камнем сюжета, и без него Евангелион не получил бы такого успеха. На 6-м месте Эва Хайнеман из аниме Monster. Эва – один из самых отвратительных персонажей внутри и снаружи. Она жуткая эгоистка, ей движет только желание устроиться получше, а с потерей своего положения – месть. Эва – невеста главного героя сериала, доктора Тенмы. Он действительно ее любит, в то время как Эве скорее нравится перспектива стать женой директора. Будучи брошенной тем же человеком, которого она использовала ради своей выгоды, горечь и ревность заставляют Эву пытаться разрушить жизнь Тенмы. На протяжении большей части сериала очень трудно любить этого персонажа. Она представляет собой темную сторону человека, который опустил руки. Она ведет себя как жертва и обвиняет в этом других. Хотя во второй половине «Монстра» ее персонаж развивается и полностью меняется. Эва смогла понять, что путь, которым она шла, неверен, и сделать правильные выводы. На 5-м месте расположился один из самых занудных персонажей, что я видела в аниме. Во вселенной Soul Eater он является одним из самых сильных оружий, но это не сильно помогает, потому что никто не может работать с ним в паре из-за невыносимого характера. Эскалибур относится ко всем с пренебрежением и презрением, все время рассказывает о своих мифических подвигах, прежде чем разразиться песней. Ох уж эти музыкальные номера, они заставляют мои уши кровоточить. Несмотря на всю свою невыносимость, Эскалибур не является бесполезным. Такой типаж очень распространен, особенно в сёнэнах. Зачастую это кажущийся лишним на первый взгляд персонаж, но иногда вносящий действительно важный вклад. Например, Кон из Блича или Хоук из Семи смертных грехов. ではその言葉に敬意を表し、私が一曲歌ってやることにしよう。エクスカリバー。 На 4-м месте Малти Меурамарка из «Восхождения Героя Щита». Старшая принцесса Меурамарка, авантюристка под псевдонимом Майн. Малти отлично умеет лгать и манипулировать людьми. Она сразу же приметила глупость героя Копья, который, возможно, тоже заслуживает места в этом топе, и поняла, что он будет идеальной марионеткой в достижении ее собственных целей. Ее ненависть к герою Щита не обоснована. В аниме нам не раскрывают ее истинных мотивов на его счет, в отличие от короля, который хотя бы имеет что-то личное героем Щита. Малти настолько жаждет власти, что не побрезгует убийством своей младшей сестры ради престола. Моя основная претензия к ней, как и к королю, в том, что они забыли о своем долге и отвернулись от народа, преследуя личные цели. Это я считаю непростительным для правителя. К счастью, к концу сериала Малти немного осадили, что охладило мою ненависть к ней.
персонаж одного из моих любимых сёдзе сериалов Peach Girl. Несмотря на то, что внешне Саи довольно милая, она лживый и завистливый манипулятор. Главный мотиватор Саи – это зависть. Она просто не может спокойно смотреть на чужое счастье. Это проявление ее эгоизма. Саи считает, что заслуживает большего, чем другие люди, и когда видит, что кто-то по стечению обстоятельств стал счастливее нее, то берет ситуацию в свои руки и портит жизнь другим. В отличие от Макото из школьных дней, она действительно планирует и рассчитывает свои действия. В мире довольно наивных и глуповатых сёдзе персонажей она легко манипулирует другими, но при этом также восприимчива к манипулированию собой. Столкнувшись с аналогичным отношением к себе, ее персонаж получает развитие. Лично мне Сая принесла столько же удовольствия от просмотра этого аниме, сколько и раздражения. Миса – это очень плохое оправдание для введения женского персонажа. При первом знакомстве Миса показалась несколько умной, и можно было бы даже увидеть в ней большой потенциал в качестве партнера Киры. Тем не менее, вскоре она превратилась просто в фанатку Лайта. Она всегда вмешивается в дела Киры и портит планы своими импульсивными и безумными поступками. Хоть иногда это играло на руку, в большинстве случаев от ее вмешательства становилось только хуже. Она настолько раздражает меня своей глупостью, что мне даже говорить о ней тяжело, если честно. Когда я вспоминаю обо всех событиях в сериале, о всех ее поступках, я думаю: Миса, лучше бы тебя вообще в сериале не было. Мне хотелось бы наблюдать за интеллектуальными пикировками Эллы и Киры, а вместо этого мы получаем бесконечные посиделки в офисе и абсолютно ненужный фан-сервис. В общем, я считаю Мису одной из самых больших ошибок Тетради Смерти, даже большей ошибкой, чем смерть Элла. В моем личном списке есть еще много раздражающих персонажей, достойных упоминания, но к ним я отношусь более прохладно. Они не заставили меня пылать от ненависти, поэтому я не выделила для них позиции в своем топе. Если говорить о слабых местах Re:Zero, то это однозначно главный герой Субару. Я и правда ненавидела Субару во время просмотра. Порой это даже было испытанием. Зачастую главных персонажей делают без обилия личных качеств, чтобы зрителю было проще поставить себя на его место. Но я не думаю, что какой-то зритель будет считать себя таким же тупым, как Субару. Обладая невероятно сильной способностью, возвращением назад во времени после смерти, сохраняя воспоминания, он получил в свои руки самое сильное оружие – опыт и знания. Сперва я подумала, как же это будет интересно. Герой без сверхчеловеческой силы или молнии из рук будет разворачивать события в свою сторону лишь за счет знания того, что ждет впереди. Я надеялась увидеть гения мысли, стратега, непобедимого воина, который избегает всех плохих развитий событий, а получила непроходимого тупицу, который кое-как преодолевает путь от точки до точки, во многом просто из-за удачи. Если я, например, играю в игру с возможностью сохранения, у меня есть неограниченное количество попыток, и я постараюсь выйти из каждой ситуации с минимальными потерями и максимально выигрышным положением для себя. Субару же, зная, как будут развиваться события, в большинстве случаев не может и даже не пытается выстроить план своих действий. При этом Субару постоянно жалеет себя и жалуется на трудности. Когда он сломался, только Рэм смогла поддержать его и помочь дальше двигаться вперед, а он тут же отшил ее. Мразь! В общем, он мой номер один. А кто, по вашему мнению, достоин занять первое место? Кого я забыла упомянуть? Может, с чем-то вы не согласны? Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. До новых встреч!